Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Сегодня печем по-настоящему праздничный торт – торт «Аврора». Нежные шоколадные коржи, воздушное безе, сливочный крем и тонкая шоколадная глазурь. Этот торт никого не оставит равнодушным. Для шоколадного коржа нам понадобятся яичные желтки, сахар, сметана, сливочное масло, мука, какао, разрыхлитель, щепотка соли, ванилин. Для безе яичные белки, сахар, лимонный сок. Для крема сливочное масло, вареное сгущенное молоко, ванилин. Для глазури шоколад, сливочное масло. Начинаем с безе. В чаше миксера начинаем взбивать холодные яичные белки на средней скорости. Когда появится легкая пена, постепенно добавляем сахар. Взбиваем до плотных устойчивых пиков и белого цвета. В конце добавляем чайную ложку лимонного сока. Он придаст легкий аромат и стабилизирует массу. На противень размером 30 см на 45 см, покрытый пергаментом, распределяем безе равномерным слоем. Печем в духовке при 100-110 градусов по Цельсию или 210-230 градусов по Фаренгейту около 1,5-2 часов, чтобы безе подсушилось. После выключаем духовку и даем безе остыть внутри. Тем временем готовим шоколадные коржи. Желтки соединяем с сахаром и взбиваем до светлой воздушной массы. Пока масса взбивается, сливочное масло помещаем в сотейник и растапливаем на небольшом огне. Добавляем сметану. К этому времени масло растопилось и успело слегка остыть. Вводим его в массу и снова перемешиваем. Теперь какао. Щепотка соли. Ванилин. Все снова тщательно перемешиваем до однородности. В отдельной посуде муку смешиваем с разрыхлителем. Просеиваем и добавляем в смесь. Выкладываем тесто на тот же противень размером 30 на 45 см, застеленный пергаментом. Разравниваем. Тем временем безе подсушилось и остыло. Достаем его из духовки и переворачиваем на доску, аккуратно снимая пергамент. Разрезаем на 2 одинаковые половины. Ну а теперь помещаем шоколадный корж запекаться при 180 градусах по Цельсию или 356 градусов по Фаренгейту примерно 15-20 минут. Только не пересушите.
После полностью остужаем на решетке и также разрезаем на 2 одинаковые половины. Готовим крем. Взбиваем мягкое сливочное масло до пышности и белизны, примерно 5 минут. Постепенно вводим вареное сгущенное молоко, продолжая взбивать до однородного гладкого крема. Добавляем ванилин, и крем готов. Формируем торт. Кладем шоколадный корж. Смазываем его кремом. Кладем слой безе. Снова крем. Второй шоколадный корж. Крем. Второй слой безе. Верх и бока торта тоже покрываем кремом. Небольшой совет. Если любите хрустящее безе, наносите крем за 30 минут перед подачей. Если хотите мягкий вариант, собирайте торт заранее, он станет нежным. Готовим глазурь. Растапливаем сливочное масло. Добавляем шоколад. Мешаем на небольшом огне до однородной текстуры. Затем остужаем. Поливаем торт произвольными линиями. Оставим торт пропитываться минимум 6 часов, а лучше на ночь. Вкус станет ярче, коржи и безе пропитаются кремом. Можно украсить торт черносливом, орехами или шоколадной стружкой, по желанию. По истечению 6 часов разрезаем торт и посмотрите, какой он получается. Нежные шоколадные коржи, воздушное безе, бархатный крем и роскошная шоколадная глазурь. Это не просто десерт, а настоящее украшение любого праздника. Спасибо, что были с нами. Готовьте с любовью и до следующих вкусных встреч!